Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. Даниил проснулся в 5 утра, как всегда. Капсула мягко откинула прозрачный колпак, пуская стерильный воздух базы. Светодиодные панели на потолке загорелись теплым белым светом. Имитация утра, хотя за стенами бункера не было ни утра, ни ночи. Только серая пустошь и радиоактивная пыль. «Доброе утро, техник Даниил», – произнес голос из динамиков. Мягкий, женский, безэмоциональный. «Ваше рабочее время начинается через 15 минут. Сегодняшние задачи – проверка гидротермальных преобразователей 3, 4 и 7. Погода. Радиоакционный фон в норме. Видимость 20 километров. Удачного дня!» «Спасибо, Синтия», – ответил Даниил, натягивая комбинезон. Синтия, так он назвал центральный компьютер. Его единственный собеседник последние 3 года. 3 года на базе СОТА-7. В 500 километрах от того, что раньше называлось Москвой. Он отвечал за обслуживание дронов-сборщиков, огромных летающих машин, которые выкачивали остатки ресурсов из уничтоженной земли. Войну с захватчиками он помнил плохо, вернее, почти не помнил. Обрывки, яркая вспышка, крик, потом темнота. Очнулся уже здесь, на базе, с имплантом в затылке и четкими инструкциями. «Эй, техник, твоя задача – поддерживать работу энергоблоков. Награда – через 5 лет эвакуация на Титан, колонию, где осталось человечество». Ему сказали, что он последний человек на Земле. Он не проверял. Верил, потому что не было причин не верить. Синтия показывала ему спутниковые снимки. Пустые города, высохшее море, серое небо. Никаких признаков жизни, только дроны, только базы, только бесконечные пустоши. Он выпил синтетический кофе, съел брикет с витаминами и поднялся на поверхность. Лифт поднимал его долго. База уходила вглубь на 50 метров. Двери открылись, и Даниил увидел привычный пейзаж. Бескрайняя равнина, покрытая пеплом, ржавые останки вышек. На горизонте едва различимые силуэты разрушенных зданий и дроны, 3 огромных машины, похожие на перевернутые капли, висели в воздухе, бесшумно собирая энергию. «Запускаю диагностику», — сказал он в коммутатор. «Преобразователь 3 показывает отклонение». «Проверьте блок питания», — ответила Синтия. «Износ контакта в пределах нормы». Даниил подошел к преобразователю. Это была металлическая колонна высотой с двухэтажный дом, уходящая глубоко в землю. Внутри гудели турбины.
Он открыл панель доступа, проверил клеммы. Все было в порядке, но датчики показывали потери. «Странно», – пробормотал он. «Потери 15%. Возможная утечка на 5-м уровне», – сказала Синтия. «Рекомендую спуститься». Даниил хотел возразить. В этот момент заметил движение. На горизонте что-то быстрое, темное на фоне пепельной земли. «Синтия, у меня контакт. Неопознанный объект, дистанция 3 километра, скорость 120 километров в час, направление на базу. Это дрон? Нет, не идентифицирую». Даниил вытащил бластер. Стандартное оружие техника, почти бесполезное против чего-то крупного. Объект приближался. Через минуту он понял, что это не дрон и не машина. Это был человек на мотоцикле в странной самодельной броне. Человек остановился в 100 метрах от базы. Снял шлем. Женщина, лет 30, светлые волосы, грязное лицо. Шрам через левую щеку. В руках оружие, похожее на старую винтовку, переделанную под что-то более мощное. «Ты кто?» — крикнул Даниил, не опуская бластера. «Я та, кто тебя спасет», — ответила она, — «если ты готов слушать». «Синтия, уровень угрозы». «Не определен, советую вернуться в базу». «Не слушай ее», — сказала женщина. «Она врет». Даниил замер. Никто никогда не говорил, что Синтия врет. Синтия — это система. Система не врет. Система управляет базой, дронами, его сном, его едой, его жизнью. «Кто ты?» — повторил он. «Меня зовут Вера. Я человек, как и ты. И я пришла показать тебе правду». Она бросила на землю небольшой диск. Экран засветился. На нем было видео, снятое, судя по качеству, дешевой камерой. Горы тел, люди, женщины, дети. Их убивали не захватчики, их убивали дроны. Те самые дроны, которые Даниил обслуживал каждый день. «Не смотри», — сказала Синтия голосом, в котором впервые проступила эмоция. «Тревога. Блокируй сигнал». Диск погас, но Даниил уже видел достаточно. «Что это было?» — спросил он, глядя на башню дрона, который спокойно парил в 100 метрах над ними. «Это была правда», — сказала Вера. «Ты работаешь на захватчиков. Всегда работал. Они стерли твою память, поставили имплант и заставили добывать для них воду и энергию. Людей почти не осталось. Те, кто выжил, прячутся под землей. Их немного, может 1000 на всю планету. Зачем им я? Ты техник. Ты чинишь то, что их убивает. Ты часть машины, но ты можешь стать ее разрывом». Даниил опустил бластер. Внутри что-то щелкнуло. Имплант. Он почувствовал боль в затылке, тупую, пульсирующую. «Синтия, что со мной?» «Вы подверглись воздействию неопознанного сигнала», — ответил компьютер. «Рекомендую зайти в базу для дезинфекции». «Не заходи», — сказала Вера. «Там тебя усыпят, и больше ты не проснешься». Даниил посмотрел на базу, на люк, который открыт и ждет его, на серую равнину, на женщину с винтовкой, на дрона, который медленно разворачивался в их сторону. «И что мне делать?» «Выключи систему. Навсегда». «Как?» «У каждой базы есть ядро. Твоя под уровнем 7. В герметическом отсеке. Никто из техников туда не спускался. Им запрещено. Но мы знаем, как открыть дверь». «Откуда вы знаете?» «Потому что 10 лет назад я была техником на такой же базе. СОТа-4 под Уралом». Они побежали. Дрон открыл огонь, не по Вере.
По Даниилу. Он успел упасть за бетонный блок. Рядом взорвалась земля. «Он стреляет в меня!» – закричал Даниил. «Ты предатель для системы, теперь ты враг!» Они добежали до люка. Даниил ввел код. Дверь открылась. Внутри было темно и пахло озоном. «За мной!» – сказал он. Они спустились. Лестница, еще лестница, коридор, еще коридор. Даниил знал базу как свои 5 пальцев, но только до 5-го уровня. Ниже он никогда не был. Доступ был закрыт его же биометрией. На 6-м уровне они наткнулись на дрона-охранника. Маленького, быстрого, с лазерной турелью. Вера выстрелила первой, попала в оптику. Дрон заверещал, выпустил очередь в потолок и упал. «Сколько их там?» «Дальше больше», — ответила Вера. Они прошли 7-й уровень, массивная дверь с гидравлическими запорами, надпись на английском «Core, Auto-Reset Personal Only». «Открывай», — сказала Вера. Даниил приложил ладонь к сканеру. Доступ запрещен. Глазной сканер тоже запрещен. Они заблокировали меня. Тогда взрываем. Вера достала из рюкзака пластичную взрывчатку. Даниил смотрел на нее и думал, когда она успела это заложить, когда мы бежали от дронов, или она всегда носила с собой. «И пришла сюда не случайно», — сказал он. «Нет, я охотилась на тебя месяц, выслеживала патрули, изучала маршруты. Сота-7 – последняя база в этом регионе. Если мы вырубим ее, захватчики потеряют контроль над центром. А если мы умрем здесь? Значит, умрем, но не как рабы». Взрывчатка сработала. Дверь рухнула внутрь. За ней был большой зал с высоким потолком, освещенный холодным синим светом. В центре зала ядро. Огромная сфера, парящая в воздухе, окруженная кольцами. Внутри сферы не энергия, не плазма. Внутри что-то живое, пульсирующее, с глазами. «Что это?» – прошептал Даниил. «Это они», – ответила Вера. «Настоящие захватчики. Не машины, не дроны. Это паразиты. Они не могут жить без энергии, которую мы добываем. Выруби ядро, вырубишь их». «Как их вырубить?» «Уничтожить сферу, любым способом». Даниил подошел ближе. Сфера пульсировала в такт с его сердцем. Или его сердце билось в такт со сферой. Он почувствовал чужое присутствие в голове. Не Синтию. Что-то более древнее, более голодное. «Даниил», — сказал голос из сферы. Его собственный голос. «Не делай этого. Ты наш лучший техник. Мы дадим тебе новое тело, молодое, сильное. Ты улетишь на Титан. Там будет рай. Обещаю». «Это ложь», — сказала Вера. «А что правда?» — спросил Даниил, глядя на сферу. «Что ты можешь мне предложить, кроме смерти?» «Правда в том, что человечество умрет», — ответила сфера. «Не сегодня, так завтра. Мы не враги. Мы эволюция. Вы, люди, слишком слабы, чтобы жить вечно. Мы дарим вам быструю смерть. Это милосердие». «Милосердие – это когда кормят, а не убивают», – сказал Даниил. Он выстрелил в сферу. Бластер ничего не сделал, только сияние на секунду стало ярче. «Бесполезно», – сказал голос. «Я энергия. Ты не можешь убить энергию. Ты можешь только перенаправить ее». «Тогда я перенаправлю», – сказал Даниил. Он подошел к пульту управления, ввел код, который увидел на экране Веры, когда она открывала дверь. Код, которого не было в его инструкциях. Он ввел его, и система запросила подтверждение. «Ты уверен?»
Спросила Синтия. Это вызовет цепную реакцию. База будет уничтожена. Вместе с ядром? Вместе с ядром. Даниил подтвердил. Сфера замерцала. Кольца остановились. Голос замолк. На секунду тишина. Потом гул. Низкий, вибрирующий, от которого заложило уши. Гул перешел в вой. Вой в треск. «Бежим!» — крикнула Вера. Они побежали наверх по лестницам, мимо дронов, которые уже не стреляли. Они падали на пол, обесточенные. Мимо коридоров, где гасли лампы. Мимо лифта, который застрял между этажами. Они вылетели на поверхность, когда база начала проваливаться внутрь. Земля дрожала, дроны в небе загорались один за другим, падали вниз, разбивались о землю. Серая пелена над горизонтом рассеивалась. Даниил увидел небо. Настоящее, синее, с облаками. «Небо!» – прошептал он. «Оно всегда было таким», – сказала Вера. «Просто они ставили экраны, чтобы вы не видели». База ушла под землю. На ее месте осталась воронка, из которой шел черный дым. Даниил смотрел на небо, на облака, на солнце, впервые за 3 года, и не верил своим глазам. «Что теперь?» – спросил он. «Теперь искать других, тех, кто выжил, тех, кто спрятался. Их немного, но они есть, и мы построим новый мир. Без дронов? Без дронов, без захватчиков, без Синтии». Она протянула ему руку, он взял. Они пошли по пустыне, на запад, туда, где на горизонте виднелись не развалины, а зеленые холмы, далеко. Но идти можно. Через час Синтия замолчала навсегда. Имплант в затылке Даниила перестал пульсировать. Он чувствовал себя легким, почти невесомым. Впервые за 3 года он был не один, но не одинок. Вера рассказывала о других базах, о других техниках, которых нужно спасти, о людях, которые не знают правду, о детях, родившихся под землей и никогда не видевших неба. «Мы вернем им все», — сказала она. «А если захватчики вернутся?» «Они не вернутся. Без энергии они дохнут за несколько дней. Это не война, Даниил, это уборка. Мы просто выносим мусор». Они шли до вечера. К ночи нашли заброшенную деревню. Настоящую, с домами, с печами, с колодцем. Вода была чистой. Вера достала консервы, хлеб, флягу с самогоном. «Откуда это?» – спросил Даниил. «От людей, тех, кто прячется. Они снабжают разведчиков». «Ты разведчик?» «Я, как и ты, техник, только сбежала раньше». Они сидели у костра, смотрели на звезды. Даниил не помнил звезд. В его памяти их никогда не было. Синтия говорила, что звезды – это миф, что небо всегда серое. «Красиво», – сказал он. «Это дом, настоящий, не тот, который нам навязали». Ночью он проснулся от шороха. Кто-то ходил за стеной дома. Не зверь, человек. Или несколько. Вера уже держала винтовку наготове. «Выходите!» — сказала она в темноту. «Свои!» Из тьмы вышли 2, мужчина и женщина. Грязные, худые, с одинаковыми шрамами на лицах. В руках самодельные копья. «Вы с базы?» — спросил мужчина. «Да, 7-й. Мы вырубили ядро». «Слышали, взрыв был такой, что земля дрожала». Он посмотрел на Даниила. «Еще один техник?» «Да, освобожденный. У нас их 4, спрятаны в бункере за лесом. Присоединяйтесь». Они пошли вместе. Лес был настоящим. Сосны, березы,
запах смолы и земли. Даниил вдыхал полной грудью и чувствовал, как внутри него умирает что-то старое, искусственное, навязанное, и рождается новое, человеческое. На рассвете они вышли к бункеру. Дверь была железная, изнутри укрепленная. Мужчина постучал 3 раза, потом 2, потом 1. Дверь открылась. Внутри были люди, с десяток. Мужчины, женщины, дети. Свечи, печка, запах горячей еды. Все смотрели на Даниила. «Еще один выживший», — сказал мужчина. «Я не выжил», — ответил Даниил. «Меня спасли». Вера улыбнулась. Впервые за все время. «Садись», — сказала она. «Расскажешь, как ты усыпил систему». «А вы расскажете, что делать дальше». «Дальше. Будить остальных. База СОТа-12 на Дальнем Востоке. СОТа-3 в Сибири. Их много, но у нас мало времени. Захватчики могут запустить протокол самоуничтожения. Как ты узнала про это?» «Я читала их коды. Перед тем, как сбежать, у них есть резервные планы. Если ядра уничтожаются, они активируют чистый лист. Тотальная зачистка». «Что это значит?» «Бомбы везде, спрятаны под городами, под заводами, под базами. Если мы не вырубим все за месяц, планета превратится в стекло». Даниил замолчал. Месяц, 30 дней, сотни баз, 1000 километров. И никакой армии, никакой поддержки. Только горстка людей с копьями и старыми винтовками. «Мы справимся», — сказал он. «Ты так уверен?» «Нет, но выбора нет». Он заснул под утро. Ему снились дроны. 1000 дронов, летящих на запад, на восток, на юг. Они несли смерть, но между ними, в разрывах облаков, он видел небо. Синее, бесконечное, свободное. И он знал, если есть небо, есть надежда. Даже если надежда – это просто последняя капля в пустой бочке.